Лев Николаевич Толстой. Филиппок. Был мальчик, звали его Филипп. Пошли раз все ребята в школу. Филипп взял шапку и хотел тоже идти. Но мать сказала ему: «Куда ты, Филиппок, собрался?» «В школу». «Ты еще мал, не ходи». И мать оставила его дома. Ребята ушли в школу. Отец еще с утра уехал в лес, мать ушла на паденную работу, остались в избе Филиппок да бабушка на печке. Стало Филиппку скучно одному. Бабушка заснула, а он стал искать шапку. Своей не нашел, взял старую, отцовскую, и пошел в школу. Школа была за селом, у церкви. Когда Филипп шел по своей слободе, собаки не трогали его, они его знали. Но когда он вышел к чужим дворам, выскочила жучка, залаяла, а за жучкой большая собака-волчок. Филиппок бросился бежать, собаки за ним. Филиппок стал кричать, споткнулся и упал. Вышел мужик, отогнал собак и сказал: «Куда ты, постреленок, один бежишь?» Филиппок ничего не сказал, подобрал полы и пустился бежать во весь дух. Прибежал он к школе. На крыльце никого нет, а в школе слышны гудят голоса ребят. На Филиппка нашел страх. Что, как учитель меня прогонит? И стал он думать, что ему делать. Назад идти — опять собака заест. В школу идти — учителя боится. Шла мимо школы баба с ведром и говорит: «Все учатся, а ты что тут стоишь?» Филиппок и пошел в школу. В сенцах снял шапку и отворил дверь. Школа вся была полна ребят. Все кричали свое, и учитель в красном шарфе ходил посередине. «Ты что?» – закричал он на Филиппка. Филиппок ухватился за шапку и ничего не говорил. «Да ты что?» – Филиппок молчал. «Или ты не мой?» Филиппок так напугался, что говорить не мог. «Ну так иди домой, коли говорить не хочешь». А Филиппок и рад бы что сказать, да в горле у него от страха пересохло. Он посмотрел на учителя и заплакал. Тогда учителю жалко его стало. Он погладил его по голове и спросил у ребят, кто этот мальчик. «Это Филиппок, Костюшкин брат. Он давно просится в школу, да мать не пускает его, и он украдкой пришел в школу». «Ну, садись на лавку возле брата, а я твою мать попрошу, чтобы пускала тебя в школу». Учитель стал показывать Филиппку буквы, а Филиппок их уже знал и немножко читать умел. «Ну-ка, сложи свое имя». Филиппок сказал: «Хве-и-хви, ле-и-ли, пе-ок-пок». Все засмеялись. «Молодец», — сказал учитель. «Кто же тебя учил читать?» Филиппок осмелился и сказал: «Костюшка, я бедовый, я сразу все понял, я страсть какой ловкий». Учитель засмеялся и сказал: «А молитвы ты знаешь?» Филиппок сказал: «Знаю», и начал говорить Богородицу. Но всякое слово говорил не так. Учитель остановил его и сказал: «Ты погоди хвалиться, а поучись». С тех пор Филиппок стал ходить с ребятами в школу.